Всем привет! Вы находитесь на канале Аврашка Лайф. Меня зовут Наталья. Я живу в Сибири, в Красноярском крае. Хотела сегодня поговорить о том, что нельзя курам. То есть обычно всегда такие разговоры, что нужно курам, что им дать, чтобы они лучше неслись, что нужно сделать. А вот почему-то никогда не говорится о том, что им нельзя, курам. И не просто нельзя, а с моей точки зрения, что курам категорически нельзя, что просто запрещено. Я хотела сегодня на эту тему рассуждения свои вам представить. Кому интересно, смотрите. И речь не только о том, что им нельзя давать в еду, да, но и в принципе в содержании, что нельзя категорически, как я уже сказала. Вот. Ну и первое, что я хотела бы сказать, что кур категорически нельзя пугать. Испуг пагубно действует на кур. От испуга они перестают вообще нестись и даже могут погибнуть. 2 года назад у моих родственников в загон, где живут куры, да, летом забралась собака. Я не знаю, там, может, она и не одна была. Ну, в общем, залезли собаки и подавили несколько кур. Ну, насмерть. То есть, ну, так, хорошо там похозяйничали. Вот. Некоторые куры успели спрятаться. Так вот, те куры, которые спрятались, они испытали такой испуг, что потом, по-моему, в течение 2 дней еще несколько кур умерло. То есть, испытали такой испуг, что они не смогли оправиться. И нервная система у них не справилась. Куры сдохли. Также категорически противопоказан курам сквозняк в курятнике. Особенно если этот сквозняк попадает в район, где насест у них находится у кур. То есть это практически гарантированно вам, что у куры будут болеть. Даже если вроде бы казалось курятник не холодный, да, ну такой, как бы нормальный. Но если только присутствует сквозняк, особенно там, где куры сидят и там спят, да, то все, это кур здоровых у вас точно не будет. Ну и то же самое относится к сырому полу. То есть, если у курицы ноги в сырости, ну, есть возможность, да, то есть курятники сыра, тоже, ну, это пагубно действует на всех кур. Еще один фактор, который прямо противопоказан курам, это резкий перепад температур, ну, как бы одномоментно, да, то есть, если куры, допустим, из теплого курятника выходят на мороз, это камушек в огород тех, кто любит зимой на мороз выпускать кур гулять из теплого курятника. Перепад в районе 15 градусов и больше, то есть, если курица вышла, особенно если она вышла гулять ногами на снег, ну, все, можете прям крестик ставить, что у вас курица простудится однозначно. Куры, они как люди также простывают, также болеют там, и кашель, и чих, и сопли у них, все как у людей. Поэтому, ну, берегите своих кур. То есть, если вы их выпускаете гулять, ну, хотя бы, или постелите что-то. Ну, вообще, я считаю, такой перепад в мороз, ну, не стоит их выпускать. Вот теперь, ради бога, вот теперь они сами выйдут погуляют. Тем более, допустим, если будет ветер на улице, ну, ветер, как бы я уже говорила выше, да, сквозняки они не переносят. Ну и теперь, что касается покушать, да, что касается еды. Ну, первое под запретом это соль и сахар. И продукты, которые их содержат в высокой концентрации. Например, соленая рыба, да, кишки от соленой рыбы, когда, допустим, селедку покупаешь, чистишь и вываливаешь это все курам. Ну, куры у вас могут просто за раз просто умереть, потому что у них организм не приспособлен справляться с такой концентрацией соли. Сахар это сладкая сдоба, да, там ягоды с компота, да, варенье. То есть у курицы поджелудочная устроена таким образом, что она не вырабатывает инсулин в том объеме, чтобы это все дело переварить. Вот. Также не рекомендуется им и природные вот эти вот давать
допустим, виноград, да, виноград, где очень большое количество сахара содержится, да, ну, не знаю, конечно, в природе она где найдет его, но лучше такие вещи не давать. Ну и тут может возникнуть вопрос, ну а вот как же, допустим, соль, да, курице же нужен натрий, да, вот соль давать. Ну, послушайте, ну ведь натрий содержится и в других продуктах, ну, например, в отрубях натрия достаточно. Также я знаю, курам дают соду, ну, соду как бы там тоже нужно давать осторожно. Ну, натрий содержится и в соде, поэтому, ну, в комбикорма, я знаю, добавляют соль, но ее там прям мизер добавляют совсем, то есть чисто чуть-чуть совсем. Также нельзя давать курам жир, масло в чистом виде. Все тоже так же потому, что желчный и печень у курицы не в состоянии выработать столько ферментов, чтобы переварить, переработать это количество жира там или масла. Вот. Могу только сказать, что, допустим, 1 капля подсолнечного масла в рационе кур равняется 10, 15, 20 семечкам целым. То есть, представляете, вы лучше им дайте это количество семечек, она их аккуратно скушает и масло получит. Ну и другие всякие вещества, семечки богаты еще и белком. Однако это утверждение не относится к сырому, несоленому свиному салу со шкуркой, да. Это сало дают иногда курам, но тоже строго дозировано. И его лучше давать вместе со шкуркой, перекручивать и смешивать с отрубями. В таком виде давать. Это как протеиновая такая высокобелковая подкормка для кур. Но тоже сильно часто давать такие вещи не стоит. Также категорически запрещается давать курам позеленевший картофель. Или очистки вот с позеленевшего картофеля очищаете. Ни вареные, ни сырые, тем более нельзя давать. Также зеленую ботву, посленовых любых, томаты, картофель, баклажаны, перцы. Все потому, что посленовые, все растения семейства посленовых во всех своих зеленых частях содержат яд природный, алкалоид, по-моему, он называется, солонин. Он накапливается именно в зеленых частях. Вот когда картошка у нас лежит долго на свету, да, на свету начинает происходить процесс фотосинтеза, и в картошке начинают вещества перерабатываться в этот вот яд, гликозид, солонин. Этот яд очень токсичный для всех, и для человека в том числе. Но человеку, чтобы им отравиться, нужно как бы концентрация повыше, а курице хватит и низкой концентрации. Причем, почему я сказала, что вареные тоже нельзя? Потому что этот яд распадается только при температуре 250 градусов, да? Мы варим-то при 100 градусах, поэтому это однозначно, то есть это прям жесткий запрет. Еще этот яд накапливается в зелененьких плодиках, да, в картофельных вот эти вот висят там плодики такие, там его особенно много. И в зеленых помидорах тоже. Вот. Ну и спросите вы, ну а вот как же мы консервируем зеленые помидоры, да? Ну, скажу, что уксус этот яд разрушает. Поэтому люди консервируют зеленые помидоры. Ну, лично я и зеленые помидоры тоже не консервирую. Вот. Ну и тем более курам я такие вещи никогда не даю. Под запретом употребления в пищу для кур всякие мясные копчености, колбасы и так далее. Ну, мало того, что в них много соли, да, сахара, всякого крахмала и жир, да, ну так в них еще и содержатся всякие добавки, да, всякие красители, всякие вот эти вот регуляторы, ешки всякие. Но она и для человека эта пища как бы особо полезной не является. Но для кур это прямо яд. Также, если, допустим, этот продукт является, как натурального копчения, да, на дыму, то есть дым это еще и канцерогены. То есть, вот канцерогенные вещества, мы сами понимаем, что ничего хорошего для организма принести просто не могут. Где-то я читала, что нельзя давать молоко и молочные продукты, но это я считаю ерунда. Из молочных продуктов курам нельзя давать только сыр. Но потому что, опять же, там высокая концентрация как соли, так и жира. То есть, это мы уже понимаем. И плюс сыр сам по себе тяжелый для
пищеварения, потому что он такой как бы начинает перевариваться, такой как клейкий становится, клейстер, да, и организм там может просто встать, и курица сдохнет. Авокадо нельзя давать, потому что авокадо это ядовитое растение, и у него ядовитое все для кур. Для человека ядовиты только листья, ну, человек ест сами плоды, да. Курам нельзя давать ничего. Ну, я не знаю, может, кто-то, конечно, и кормит, но это я так, для справки говорю. Нельзя курам давать цитрусовые. Причем нельзя давать как шкурку, так и сами цитрусовые. Ну, шкурка, не знаю, может быть плюс-минус, но я не даю ничего. Почему? Потому что хотя потому, что в цитрусовых много витамина С, да, но этот витамин С содержится там в таком виде, ну, как бы сказать, агрессивном виде в таком, который при поедании может вызвать у кур типа кишечного кровотечения, что-то типа такого. Ну, то есть нарушить там баланс и, ну, со всеми вытекающими последствиями. Поэтому лучше такие вещи не давать. Ну, также запрещено кофе, какао, шоколад. Как, впрочем, и практически всем животным его нельзя давать, да. Ну, опять же, там содержатся всякие эти вещества. Много кофеина, который является для кур ядом. По-моему, там еще какой-то теобрамин содержится. Ну, в общем, нельзя давать это курам. Ну, еще напоследок хотела сказать, что курам и всему скоту нельзя давать свежесобранное зерно. Пшеницу, ну, любое зерно. Но я сейчас, в частности, имею в виду пшеницу. Значит, почему нельзя давать? Потому что, как правило, пшеницу и любые зерновые собирают в стадии технической спелости, то есть недозрелая чуть-чуть. И в нем, в зернах содержатся такие тяжелые для усваивания вещества, которые еще, ну, не перешли в ту стадию, в которой они должны быть. Эти вещества считаются антипитательными. И когда животные их поедают, те же куры, там, я не знаю, скот, коровам там скармливают, то у них, возможно, просто, ну как, желудок встает. То есть, ну, у коров еще ладно, потому что у них желудок состоит как бы из двух частей, да, предварительной и основной. А вот у кур, у которых желудок из одной камеры состоит, все это, ну, вот нынче в группе в птицеводческой писали, что куры некоторые погибли, взяли свежесобранное зерно. Ну, в общем, свежее зерно должно хотя бы недели 2 полежать. Только потом можно им кормить. Имейте это в виду. Ну вот, я как бы проанализировала и другие запреты, которые я нашла в интернете, но в основном эти такие запреты, они являются условными, да, носят как бы рекомендательный характер. Ну, хотите, давайте, допустим, вот про экзотические фрукты, там, овощи, там, какие-то там гранаты, бананы. Ну, я не знаю, есть люди, которые кормят гранатами, бананами. Ну, как бы я не вижу смысла на этом заострять внимание. Вот. Это все, о чем я хотела на эту тему поговорить. Кому интересно было и полезно, ставьте мне лайк, подписывайтесь на меня. Всем всего доброго желаю, здоровья, счастья, всем пока.